Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, со мной рядом Сергей, всем привет, друзья. Сегодня у нас новая распаковка, обзор бренда, он редкий, называется Panadora. Это шведский бренд, вот такая у них коробка их сэмплов. И она такая громоздкая. Сзади название ароматов, которые внутри. И покажу, как вообще это все выглядит. Здесь магнитная такая крышечка. Вот так выглядят флакончики. Они разноцветные. И вообще очень круто все выглядит. Начнем слева направо. Да, кстати, это очень недешевый бренд на самом деле. И сколько там? Наверное, миллилитров 10, да? То есть так, это travel флаконы. У них есть большие, а это у них набор такой Discovery Set, привезенный нашим другом из Литвы. 15 миллилитров. Алексей, привет. Aqua de Dora. Так выглядит у них флакончик. Аква. Ну, я ожидаю тогда какую-нибудь... Акватическое что-то. Аква, либо свежий, цитрус, я не знаю. Аква по-разному бывает. Насколько я помню, эти ароматы довольно интенсивные. То есть такие. Они все или экстракты, либо парфюм, что-то в этом духе. Здесь не написано, непонятно. Не написано, но мне кажется, это все-таки... Он очень интенсивно пахнет. Для аквы. Угу. Ну, я здесь чувствую, опять же, цитрусовые ноты. То есть для меня это какой-то а-ля колонь. Что-то вот в этом духе. Там не написано. Не написано, кажется, ничего не написано, какая концентрация. Может, на фрагрантике будет написано. Посмотрим. Он мне пахнет, да, тоже чаем. Таким... Чаем? Да, чаем. Какой-то он чайный. Немного цитрусовый. Тоже зеленый какой-то. Ой, мне на самом деле он очень классно пахнет. Он пахнет апельсинами, мандаринами сладкими. Может, апельсинами, опять же, сладкими, с кислиночкой, с такой. Для меня это супер цитрусовый аромат, и, возможно, есть какая-то подложка древесная. Классно, мне нравится. Он очень крутой, мне вообще он нравится. Как вот аква, как одеколон. Да, да. Но это не одеколон точно, потому что интенсивный. Я ему ставлю 9. С первого. Он классный, правда. И такой яркий. Такой взрыв цитрусов. Давайте посмотрим. И да, он на фрагре цитрусово-древесный и еще амбровый. И в нотах у него грейпфрут, цедра лимона, абраксан, который усиливает вот эту вот всю цитрусовость. Средние ноты, вот неожиданно, инжир и каштан. Может, потом это все проявится, но вначале не чувствую. Возможно, еще на блотере. На коже совсем по-другому раскрывается. И в базе это кашмиран и сандал. Кашмиран это что-то искусственное, насколько я понимаю. Сандал, древесное, что будет сливочное, потому что никаких огурцов соленых я не слышу. Да, красивейший аромат. Вообще шикарный. Мне он очень нравится. Следующий аромат называется Дорасима. Такой беленький флакончик с оленем. Нанесу его на блоттеры. Дорасима, что это вообще значит? Не представляю. Но у них Panadora, и, наверное, связано как-то с названием их бренда. Какой интересный. Да, прям очень сладко. Сладко-цветочно. Что-то очень знакомое здесь. Красивый. Тоже красивый аромат. Но мне кажется, что он такой более женский, потому что вот такие сладкие цветы. Мне кажется, здесь роза. Розы нет, я не чувствую здесь розы. Мне кажется, может быть, возможно, тубероза. Интересно, здесь, да, такая какая-то цветочность, немножко пластиковая, может быть, тубероза. Может быть, жвачная немножко. Лилия. Такой сладкий
аромат. Я больше вижу Ваниль. на девушках-женщинах. Скорее всего, здесь ваниль есть. Чем-то он мне напоминает даже люксовые ароматы. Чем-то даже именно женские люксовые ароматы. Наверное, я поставлю ему 6 из-за того, что это ниша, но пахнет немного банально, немного люксово. Какой-то он банальный, как по мне. Ну, в базе, мне кажется, может быть что-то амбровое, может быть что-то медовое. Ну, интересно, давайте посмотрим на фрагрантики. Так, Доросима. Опять же, цитрусовые, здесь белые цветы и древесные ноты. В верхних нотах заявлены лимон, апельсин и бергамот. В средних нотах цветок апельсина, жасмин, ландыш, фиалка, роза. То здесь такая мешанина из разных цветов. Ну, действительно сложно вычленить, согласись. Угу. Все-таки роза там есть, да? Да, роза, жасмин, ландыши, то есть белые цветы, все туберозы туда же. Как бы, ну. И в базе сандал, ваниль, ут, амбра, кедр, мускус, кожа. Сложный аромат. Да, но какой-то немного банальный. Следующий аромат называется у нас Crop and Gel. Или Gel. Crop and Gel. Такая красная этикетка. И цвет жидкости такой янтарно-коричневый. Красивый. Чем же он нам будет пахнуть? Сложно найти, я потом посмотрю это название. Кстати, распыляет тоже приятно, хорошо очень. Распылители хорошие. Но нет у них крышек. Это минус, я считаю. Для такой стоимости, ну, могли бы уже сделать нормально. О, какой же он красивый. Слушай, есть что-то похожее с предыдущим, какая-то сладость общая. Да, у них есть какая-то общая ДНК у этих ароматов, это присутствует. Он древесный, амбровый, я чувствую здесь как будто есть амбра. Мускус, прям такой вонючненький. Какие-то зверьки пробегают рядом. Касториум, может быть, Касториум даже, возможно, да. И такие смолы древесные, немного вот именно смола. Да, я понимаю, да, такая тягучая, очень, Да. очень плотная. И здесь у меня еще есть кожаный аспект, либо замша. Но это может быть связано с мускусами, либо касториумом, потому что вот там есть тоже такие аспекты. Со временем немножечко даже медицинским пахнет. Возможно, это шафран. Или пахнет медициной. Ну, либо уд. Уд или есть, медицина, да. Ну, или шафран. Да, либо здесь счет положили. Ну, похоже. Интересно. Вот этот вообще классный. Я ему тоже ставлю 9. Даже, может быть, 10. Серьезно? Я люблю такое. Мне нравится, да. Классно пахнет. Ничего Класс. себе. Для меня он слишком плотный такой. Ну, нужно, конечно, смотреть на кожу, но... Чем-то даже похож на Бакара Руж. Серьезно. Может быть, мне цветом просто на меня такой. влияет этот цвет. Точно влияет. Но есть какая-то схожесть. Медицина, амбра, сладость, древесность. Ну, очень отдаленно. Бакарана все-таки сладенький. Ну, понятно, да. душевский. Ну, какой-то отголосок. Да, отголосок в лесу. Я ему ставлю 10. Мне он нравится. Ну все, поразил тебя. 10. Понял. Сейчас посмотрим, что здесь. Итак, он теплый, пряный, древесный, сладкий, пачули. Ну вот, пачули. Ты был прав, здесь есть шафран. Дает вот эту медицину. Кстати, шафран мне то нравится, то не нравится в каких-то ароматах. Это очень странно. Здесь шафран немного похож с франциском Курджаном. Как у него шафран, здесь схожесть есть. Очень много нот, наверное, все не буду перечислять. Имбирь, кардамон, цитрусы, сверху в средних нотах много цветов белых, также ирис, амбра и пачули. И в базовых нотах белый шоколад, ваниль, опять же амбра, кожа, бальзам, мускусы, кедры. Очень много всего намешано, на самом деле. Он красивый, шикарный. Белый шоколад. Прекрасно.
Ну, получается, схожесть, если с бакарой, то там тоже сладкая база и древесные составляющие. А кто парфюмер? Интересно, может быть, это Франсис Курджан? Нет, парфюмер здесь Ибрагим Ал-Заби. Первый раз слышу. Ну, я тоже. А тебе нравится этот аромат? Ну нет, я бы такой не носил. Мне он слишком плотный, меня бы он придушил, я думаю. Нужно носить. Следующий аромат у этого бренда мы посмотрим. Называется Imperial Wood. Императорский лес. Это уже коричневая такая наклейка. Тоже коричневого цвета жидкость. Здесь, кстати, очень какая-то плотная такая штучка приклеена. Я не знаю, металл это либо нет. Ну, выглядит неплохо. Мне нравится, да. Везде олени эти нарисованы. Выглядит вообще хорошо. Благодарю. Опять древесно-сладкая история. Еще более, наверное, медицинская. Здесь я чувствую роза точно. Здесь прям роза. Она здесь солирует. Имперский лес. Имперский лес. Чувствуешь здесь древесность какую-то? Ну, название, оно как бы подталкивает, чтобы ее почувствовать. Но так это... может быть, здесь ут? Такой именно шершавый ут, опять же, медицинский. И немножко, может быть, даже немножко паленый. Мне не очень нравится. Скорее всего, не ут, как по мне, наверное, табак. Пахнет табаком. Интересно. Какой-то табачный есть. И табак такой, знаете, кубинские сигары. То есть не сигареты, а сигары. Более такой сладкий. Но он очень сладкий. Такое ощущение, как будто прям не сахарным сиропом налили на блотер. Вот, наверное, я такое не очень люблю, когда переслащено. Тебе переслащено? Также здесь цветы и роза. Наверное, много цветов здесь. Что же? Ну что ж, это заявлен как теплый, пряный и удовый аромат. Верхние ноты действительно табак, пряности, чабрец и какой-то цветок непонятный, шафралин. Возможно, что-то связано с шафраном, поэтому медицинская штука. Ну, в базе здесь ут, амбра, кожа, ладан. И в сердце какао, корица, гвоздика, кардамон и алибанум. То есть за розы здесь нету, да? Так гвоздика, да, обыграна? Да, здесь розы нету, но сладкий аспект здесь, конечно, есть. И здесь есть цветочки, чабрец, шафралин, чем бы это ни было. Гвоздика, я не люблю гвоздику в ароматах, но гвоздика здесь хороша. Здесь гвоздика пряность. Пряность? Не цветок, а гвоздика. Я даже пряность еще больше не люблю, чем цветок. Нормальный аромат. Я ему поставлю 7. Наверное, из-за того, что он красивый все-таки, но очень сладкий. Не дотягивает более выше. Такой сладкий очень. Ты бы носил бы такой аромат? Да. Я очень мало люблю аромат. Следующий аромат называется у нас Velvet Iris. И он такой фиолетового цвета. Скорее всего, здесь цветок ириса заявлен. А вельвет это бархат, как-то переводится. Что-то вот в этом духе. Ирис, ну что, должна сейчас пойти подробности. Ой, ну нет. Я чувствую сандал. Да. Где вельветовый ирис? Где вот все вот это обещано? Походу, этому аромату надо дать время. Ему надо дать время. Настояться пару лет. Нет, ему надо дать раскрыться на блотере. Ну, да, даже да. Ну, мне вот как-то правда кислит вот это вот, что такое в начале было мне не очень приятно. Подмаринованности, да, какие-то маринадности. Ну, цвет очень красивый. Такой
как бы лавандовый, ну и ирисовый, да. Но может быть здесь есть корень именно ириса. Корень ириса, он отличается от цветка, будет более морковный. Может быть здесь вот есть такое. Но Ну, пудровости кстати, не чувствую. я тоже пудровости особо не чувствую. Мне не нравится этот аромат. Не знаю. Сложно представить, кто это будет носить, потому что вот на блотере он кислит. И на коже он будет по-другому, скорее всего. Я даже из-за эксперимента нанесу, потому что, чтобы дать ему шанс, нанесу на кожу. Может быть, на коже он все-таки будет получше. Ну вот постепенно он успокаивается, появляются больше древесных и каких-то смолистых оттенков. Но ирис и вельвет, то есть какую-то ткань такую. Может быть, здесь есть кожаные штуки. Как на коже у тебя? На коже практически пахнет так же, как на блоттере. Не отличается. Возможно, здесь и какая-то цветок, не только ирис цветок здесь. Скорее всего, здесь может быть и роза. Может быть, здесь еще даже желтые какие-то цветы вдобавок к синим вот этим ирисам. Ну, посмотрим ноты. Ну, такой помадный. На мужчине я его практически не вижу. Какая-то алкогольность еще здесь есть. Чем-то он мне напоминает Назамата Бараонда. Кстати, точно, Бараонда пошла, да. Да, что-то есть похоже. Ты прав. Я помню, в Бараонде там есть роза вроде бы как. Ну, в Бараонде там еще, наверное, есть что-то кисленькое, тубероза, что ли, нет? Я не это помню. Флорине. Вообще не помню про Бараонду. Зеленая какая-то. Бараонда такой, он винный аромат. Там еще с пробками, да? Да. С пробкой Такой винно-цветочный немного. Подбродившая винишко. Да. Ну, давай посмотрим ноты. Ну, кстати, со временем он неплохо раскрывается. Вот он стал похож на Бараонду. Древесный, сладкий, пудровый, фужерный и еще ирисовый, утверждает фрагрантика. У нас здесь заявлено в верхних нотах мята, горький апельсин, можжевельник, бергамот. Кстати, мята. Но что-то мне не положили мяту. В средних нотах ирис, черный шоколад, малина, груша, карамель. Он должен быть сладким. Где? Ну, есть какая-то сладость небольшая, да. Но она как будто обыгрывается больше цветами, мне как. Вообще вот это вот груша, карамель, малина, темный шоколад. Только вдумайтесь, сколько здесь сладостей, и на блотере не чувствуется этого ничего. И в базе кедр, сандал, ветивер, амбра, ваниль. Ну вот для меня как бы оно кислит сверху и сразу скатилось в базу древесную. Сандал. Сладостей. Сандал здесь прям все поглощает своим ароматом, перебивает. Даже нанесение на кожу не спасло, да? Нет. Но он все равно на коже примерно так же пахнет. Ну, поставлю я ему 5. Я не знаю, 50 на 50. Он вроде мне и нравится, и вроде не нравится. Не знаю. Вот тоже. Это самый спорный аромат, мне кажется, отсюда. Да, пока что самый спорный, самый непонятный. Так, следующий аромат называется Grand Mask. Серебряная такая этикетка. Но жидкость такая больше янтарная, темно-коричневая. То есть это великий мускус, и, возможно, история будет, что нужно будет на коже наносить. Посмотрим. Всего ароматов 7 там, да? Или сколько? О, какой он сильный. Нет, здесь больше. Здесь их 8. То есть это 6. Еще будет. Ой, это прям мощь. Он очень животный. Он правда великий мускус, гранд мускус. Здесь прям собрали всех зверей, положили их в кучу. Они там тепленькие такие, потненькие. Это нужно уметь носить. Ну и в то же время он очень древесный. Очень много дерева здесь. Скорее всего, здесь кедр. Какие-то еще, может быть, дуб. Можжевельник. Я ставлю на цвету и касториум. Обязательно должны быть здесь. Бобры и котики вместе.
чувствую то другое. Я хочу сказать, что он еще не противный. Он как бы... Я считаю, что это можно носить. Ну да, видали мы мускусные ароматы, тот же сложный аромат у лютанца мускусные, вот их не так-то просто. И есть какая-то схожая база. У этих всех ароматов есть какая-то схожая нота. Заметь. Определенная ДНК есть. что-то Я считаю, есть. древесная ДНК общая. То есть у них много каких-то таких хвойно-сандаловых штук. Да-да-да. Угу. Тоже как-то мне немного мылит. Немножечко. И чем-то похож даже с предыдущими ароматами. Ну, может быть, да. Ну, нет, уже отличается. Полежал, отличается. Здесь супер мускусный. Ну да. Он супер мускусный и супер древесный. Гранд Маск. Сейчас я посмотрю, какие тут ноты. Честно, на кожу наносить не хочется. Я думаю, таким ароматам надо дать время. Вообще мускусные ароматы, они раскрываются через час, возможно. Звучат красиво. А первый час вы можете просто отгонять от себя людей. Ты будешь этим ароматом. Ты будешь удивлен, Слава, здесь теплый, пряный, фруктовый, коричневый, древесный аромат. То есть как бы не мускусный. Верхние ноты: кардамон, роза, лаванда, герань, кориандр. Средние: черника, корица, ваниль. Цветок чая, магнолия, мускус, мускатный орех, кедр, пачули в базе, кожа, амбра, гвояк, мускус, ладан. Куча всего. Мускус просто заявлен как мускус. Но, как по мне, здесь очень много желатина. Просто какая-то сборная солянка. Накидали кучу всяких нот, которые, возможно, даже не сочетаются между собой. Чуть сказать, виноград еще положили. Вот виноград, наверное, я ощущаю какой-то. Вот, наверное, я вот и говорю, что схожесть с бараондой. Вот с предыдущим ароматом. Бараонда же тоже виноградный аромат. Вот здесь какая-то схожесть. Точно, да. Там винное что-то такое. Да, да. Ты имеешь в виду и в предыдущем аромате, и здесь, да? Ну, в предыдущем аромате нет винограда, да, вроде? Ну, в нотах не заявлено, на самом деле, что они положили. Какая-то есть схожесть, но для меня он приличный мускус. Ну да. В какой-то степени он... Не будет отгонять людей. Ну вот сейчас уже немножко подораскрылся, и он стал более такой, как сказать, деликатный. Да, то же самое хотел сказать. Но это подходит просто к сердцу. Здесь много цветочных нот, и в базе древесных, и опять же кожаных. И звучит винтажно. То есть вот винтажные ароматы, они же очень мускусные. Они очень мускусные, очень много цветов. Какая-то вот есть мыльность, альдегидность, здесь тоже это есть. Это роза. Я, наверное, вижу это вот больше на, не знаю... Он унисекс. Я вижу и на мужчине, и на женщине. Но, скорее всего, он больше такой солидный. Ему надо соответствовать этому аромату. То есть на каких-то молоденьких людей, на молодых парней или девушек я не вижу. Даже вот сейчас я могу сказать, что чем-то даже портрет of Lady схожесть какая-то. Вот сейчас он стал... роза стала преобладать в этом аромате. И есть какая-то схожесть с портрет of Lady. У тебя есть такое? Нужно параллельно затест, потому что он настолько мускусный. А леди, она щадящая. Фредерик Маlle. Кто не знает, портрет of Lady, Фредерик Маlle есть. Один из их топовых ароматов. Ну, что-то есть похожее. Следующий аромат называется у нас... У меня очень плохо с математикой. Скажи, Сережа, что это за... Ну, здесь римские цифры. Золотой, кстати, золотая наклейка. 16. То есть... 16? Это 16, да. И... Не зря прожил день. Буду теперь знать, как выглядит 16 римскими цифрами. X, V и единичка. Кстати, да, ты же не наносишь. 16. Ну что, 16 век, ждем винтажа? Надеюсь, нет, потому что как-то мы не по винтажу. Не, почему? Я люблю какие-то винтажные ароматы.
примеру. Что ты любишь винтажное? О, а вот этот классный, мне нравится. Зоологист цвета, он винтажный, прекрасный аромат. О, супер, мне прям хорошо. Да, интересно. О, класс, он такой ореховый для меня. Какой-то арахис, либо даже лесной орех в шкарлупке. Нет, знаешь, я правда вижу сырой арахис из коробки. Интересно пахнет. И очень натурально. Нету никакой химозы. Это вот немного нутелла. Есть какая-то схожесть шоколадная, вот эта ореховая нутелла паста. Угу. Я думаю, здесь заявлены будут бобы тонка. Чувствую что-то такое. И в то же время он пахнет сладко, но сладость есть неудушливая. Классно пахнет. Тепло, амброво, древесно. Теплый пряный. Наверное, немножко будет специй. Опять же, точно здесь будут древесные ноты. Наверняка мускусные, чтобы все это поддержать. Скорее всего, здесь цветочные. И, возможно, здесь даже какие-то ягоды есть. Какая-то сладость ягод. Каким-то ягодным лукошком. Вот, знаете, ягодно-ореховым лукошком пахнет. Ну да, вот здесь вот олени. Классно, вообще классный аромат. Я ему ставлю 8. Я даже бы хотел бы нанести его на кожу. Он немножко напоминает мне зоологиста бурундук. Да. Чем-то таким. Какая-то такая древесно-ореховая составляющая. Ну, кстати, да. Да. Только у зоологиста бурундук он более мускусный, менее ореховый. А здесь орехи прям такие яркие. Ну что, посмотрим. Так, это аромат 16. 16. Интересно, почему 16? Надо бы как-то историю почитать. Тоже унисекс заявлен древесно-фужерный, свежий, пряный, амбровый, землистый. В верхних нотах заявлено артемизия и бергамот. В средних зеленые ноты, абстрактные зеленые ноты, и в базовых циперус, чем бы это ни было, какая-то смола, наверное, лаптаном, тмин, пачули, можжевельник, гвояк, алибаном. Не положили орехов здесь, не положили. Ну, что это было, не знаю. Ни нутелла, ни орех. Ну, сладость-то есть, очевидно. Ну, амбровые ноты здесь заявлены, потому что циперус и алибанум это смола, по факту. Ну, она будет сладковато пахнуть. Может быть, циперус как раз таки имеет какие-то ореховые оттенки. На коже он вообще не пахнет орехами. Он пахнет очень древесно. И немного вот цветочно-пудрово. Хотя вот, наверное, пачули дает такой эффект. Что дают вот эти орехи? Без понятия. Здесь орехи вообще не заявлены ни в каком-нибудь. Но мне... Удивительно. Да, мне все еще пахнет какими-то орешками. И что ж, это у нас будет последний аромат, 8, да? Называется он у нас «Шведский лес», так как это шведская компания, марка шведская. Ну, конечно же, он должен быть хвойно-древесным, это же северная страна. Ну, как по факту мы проверим. Благодарю. Ну, какой-то ядреный, какой-то едкий, какой-то немного химозный, по мне. Ну, здесь, наверное, много вот ягод и лекарственных трав из светских лесов. Будет можжевельник, куча древесины, амбра. Может быть, малина? Слушай, малина, шафран. Я чувствую что-то похожее на... Вот, кстати, да. Похожее на Том Форда. Тосканская кожа? Но какой-то менее мне нравится он. Чем тосканка. Ну, там он более понятный, такой более яркий, что ли. А здесь добавили много жирной такой древесины и чего-то такого довольно сурового. Эта нота мне портит вообще весь аромат. Я думаю, если бы убрали бы эту ноту, скорее всего, уд. Здесь, наверное, уд. Ну, либо пачули. Уд, пачули. Может, гвояк подпортится чуть-чуть. Ну, интересно, на самом деле аромат.
А мне уже не терпится, что там? Ну, даже не терпится. Ну что ж. Заявлен он как древесно-фужерно-удовый землистый. И здесь верхняя нота розмарин, яблоко и розовый перец. Яблоко, какая-то кислинка есть, но такое. Средние ноты гвоздика, пряность, цветочные ноты абстрактные, некие конкретные. И в базовых уд, ветивер, лабданум, пачули и тот же циперус, какая-то смола. И все. Я понял, что мне напоминает это аромат Фредерик Маль The Moon. Ну, есть такое, он такой удово-шафраново-сладкий. Вот там The малина Moon. тоже, мне кажется, заявлена. Да. А здесь не заявлено ягод, но есть как бы яблоко. Который дает вот этот эффект, что здесь малина. Ну, Наверное, перемешку с розовым перцем. я не представляю. Ну, мне не совпадает ощущение и ноты, которые заявлены. Может быть, нос не улавливает, может, опять все это перемешано очень сильно. Но в целом... А мне интересно. вначале мне не очень понравился, скорее всего, уда. Эта нота уда, она очень вонючая. И вот говорю, что-то мне здесь мешает. Вот этот уд мешал. А вот чуть-чуть он раскрылся, и красивый аромат. Я ему ставлю 8, прям твердую 8. Я считаю, он достойный и пахнет как настоящий уд. Я как знаю, что The Moon, Фредерик Маль использует настоящий уд. И вот этим пахнет. Не да, зря. но здесь мы не знаем, настоящий он или не настоящий. Но за такую цену, я думаю, здесь должны быть натуральные ингредиенты. Ну, маркетинг делает страшные вещи, если ты не правильно. Что ж, я предлагаю выбрать топ-3, если ты не против. Я уже примерно определился, на самом деле. На 3-м месте у меня Aqua de Dora, цитрусовый свежачок. Хороший, нравится. У меня на 3-м месте другой, но Аква у меня на 2-м месте, и у меня 3-й, 2-й, как бы они близки, поэтому я тоже поставлю на 3-е место. Он действительно, считаю, нормальный, он универсальный, свежачок, но он слишком дорог для вот этого. Таких цитрусовых ароматов полно и недорогих, поэтому не рекомендуем, но он классный. На 2-м месте у меня шведский лес. У меня вначале не очень понравился, но надо ему дать время обязательно. Красивый уд, фруктовость, яблоко, древесный, прекрасный аромат. Очень дорого звучит. Интересно. Я его думал на 1-й, но интересно, что у Славы еще на 1-м. Посмотрим. Шведский лес мне тоже понравился. Я считаю, что он классный. У нас все схоже. Вот его можно рекомендовать, кстати, попробовать. Потому что такие ароматы, они примерно в одинаковую стоимость. Тосканская кожа, The Moon, Фредерик Маля. И вот это они примерно одинаково стоят. Что ближе к вам, что доступнее, плюс-минус. Да. И на 1-м месте, конечно же, Crop and Gel. Немного похоже на Бакара Руж аромат, но, конечно же, он совсем другой. Сладкий, такой амбровый, древесно-цветочный. Прекрасный вообще аромат. Мне он очень понравился. Маркетинг сделал свое дело, красные флаконы, они сразу в точку. Что ж, а здесь я поставлю другой аромат на 1-е место. Я знаете что? Знаете, что у меня будет? Grand Mask. Ничего себе. Я дал ему шанс. Вот на самом деле он полежал, и он мне понравился. Он действительно напоминает Portrait of Lady Фредерик Маля. И он интересный, он достойный. Я хочу его нанести на кожу и посмотреть, как это будет. Вначале он меня очень сильно напугал, но... Вот, я говорю, да, надо каждому аромату дать время раскрытия. Знаете, на коже хорошо.
Он действительно нестандартный, он не каждому подойдет, но он придает какого-то такого статуса. Думаю, он вполне себе унисекс, потому что он мускусный, и мускусы примерно похоже звучат туда-сюда. Здесь есть цветочная, древесная база. Вот такой топ. А вам всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Подпишитесь на наш канал. Ваша подписка поможет продвижению нашему каналу, нашим видео. Всем хорошего вечера. Всем goodbye. До скорых встреч, друзья.